Скорпионы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на сентябрь 2023 года. Посмотрим и проанализируем с вами предстоящий период, а также сделаем акценты на том, что вам необходимо запланировать, чтобы этот месяц вы провели максимально продуктивно и плодотворно. Посмотрим, конечно же, все сферы жизни. Вы, если есть такая необходимость, можете себе делать заметки в вашем ежедневнике. И такое небольшое лирическое отступление для тех, у кого не резонируют расклады по Солнцу. Вы можете смотреть их по асценденту. Для тех, кто не знает, как рассчитать свой асцендент, ссылку на это видео я оставлю в первом закрепленном комментарии под данным раскладом. Но мы с вами приступаем. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Так, приступим. Общая энергия месяца. У вас ложится прекрасный аркан Солнце. Это радость, это отдых. Для кого-то может быть отпуск. В целом это свершение каких-то положительных событий. То есть для кого-то это может быть вопрос деторождения, у кого-то получение положительных ответов, будь то там по работе или поступлению, потому что Солнце это в том числе свет знаний. Это в целом сама по себе ситуация, когда вы наполнены жизнью, потому что энергия бьет ключом, хочется каких-то перемен, хочется новых свершений. Для кого-то это вопросы бракосочетания, у кого-то важные покупки. То есть здесь это радость. Это основной посыл, о чем говорит данный аркан. То есть это эмоциональное наполнение. Это, знаете, как ситуация, когда вы вздохнули с легкостью. Ну, наконец-то это свершилось. И я дотягиваю, чего конкретно будет касаться. Итак, по пажу чаш. Это вопросы, связанные с детьми, то есть, как я говорила, появление детей или внуков. Опять же, это радость за детей. Допустим, пошли в школу или поступили в университет на бюджет, то есть вы радуетесь их успехам больше, чем своим. Опять же, это погружение в творческие процессы, то есть вы нашли хобби, вы нашли реализацию. И эти арканы, которые показывают отдых, восстановление сил, эмоциональный подъем, ну и для кого-то здесь это вопрос улучшения личной жизни. Поэтому и карты сулят такие вам перемены. Если рассматривать вопросы работы, у нас здесь ложится аркан Луна. Во-первых, эта карта показывает на сезонность деятельности, то есть, допустим, у кого-то может идти вопрос сезонного бизнеса, там вы с одного переключаетесь на другой. У кого-то здесь может идти изменение графика работы, там вахтовый метод, там сутки через трое, или вообще может быть ситуация, когда вас переводят в ночные смены. Но и еще такой момент. Это карта, которая высвечивает и показывает, что возможно в течение этого месяца, дотягивает здесь жрица, здесь действительно будет или отпуск, или вас порекомендуют, отправят на вопросы обучения и повышения квалификации. Потому что эти арканы показывают, что углубляться в такие процессы, получать от этого радость, ну и, конечно же, пользу. Если смотреть данные арканы для тех, кто у нас на данном этапе не работает и работать не может, то есть, допустим, неработающие пенсионеры, мамы в декрете, домохозяйки, либо неработающие студенты, то здесь ложится аркан Мир. В связке с этими картами это будут попытки что-то изучать дистанционно, чтобы впоследствии на это опереться, ну, скажем так, при помощи этого зарабатывать. То есть получать пока какие-то навыки и знания, которые в дальнейшем вы будете использовать себе во благо и на этом зарабатывать. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, то Луна и девятка монет. Это может быть идти осознание, это может быть идти ситуация проработки ваших страхов. Почему? Потому что здесь четко карты показывают, вот даже здесь колода колесница, что пора двигаться в ином направлении. Возможно, работать на себя, открывать нечто свое. Хоть вам и очень страшно, но, как показывают карты, это необходимо. И вы приложите для этого максимум усилий. То есть только единственное такое вопрос и предостережение. Делайте... открывайте свое дело, свое предприятие после 15 сентября, после завершения периода ретро-Венеры и ретро-Меркурия. Если смотреть данный аркан и раскрывать эту ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником,
то Луна и двойка чаш. Во-первых, вам здесь могут предложить новые условия труда, вам могут предложить повышение квалификации, как я вам говорила, потому что здесь идет вопрос содействия, помощи. Почему помощи? Ну, колода шестерка пентаклей. То есть обрести тот опыт и те навыки, которые впоследствии позволят вам зарабатывать больше, ну, конечно же, продвинуться по карьерной лестнице. Поэтому, если таковые предложения вам поступят, не отказывайтесь от них. Берите себе их на вооружение, потому что действительно вам эта ситуация идет в плюс. Я сейчас даже дотяну. Если здесь у кого-то будут намечаться ситуации служебного романа, не рискуйте, потому что это в очень скором времени, в течение месяца, будет достоянием общественности. Поэтому взвесьте все за и против, нужно ли вам и стоит ли вообще в это влазить, имеет ли это смысл. Если оценивать ситуацию для тех, кто владеет собственным делом, то здесь, смотрите, по девятке чаш это радость. Почему? Потому что наконец-то у вас как завершается сезон, или вы видите плоды вашего труда. Девятка чаш это хорошая прибыль, это сорвать хороший куш, это быть довольным по ситуации, это наслаждаться моментом, это радоваться. Но и также карты, особенно в связке, в совокупности, могут указывать, что в течение сентября у вас может быть желание или потребность уйти в отпуск, несколько отойти от дел, насладиться жизнью в бархатный сезон, наполниться, порадоваться, отдохнуть и с новыми силами потом возвращаться к вашим рабочим задачам. Проанализируем с вами вопросы финансов. На финансовую сторону вопроса у вас здесь ложится девятка жезлов. О чем же она здесь говорит? Девятка жезлов, как правило, это не значит, что у вас нет доходов, они у вас есть, но здесь, как вам сказать, после больших трат будет режим экономии. Почему? Как быть дальновидным, смотреть вдаль, то есть, иными словами, на что-то отложить, накопить, чтобы были какие-то запасы. Ну, не могу сказать, что на черный день, но просто, чтобы была финансовая подушка безопасности. Поэтому здесь еще раз делаю акцент на том, что ресурсы придут, но из-за значительных трат вам придется потом несколько поужаться и экономить. Если мы будем смотреть с вами вопросы здоровья, прекрасный аркан десятка чаш. Почему? Потому что он говорит о вопросах и эмоционального, и ментального, и физического здоровья, и улучшения вашего в целом самочувствия, благосостояния. Единственный нюанс, о чем говорит данный аркан, это может идти здесь проявление наследственных заболеваний, если таковые у вас есть, и вы из-за этого можете переживать по принципу, как же так, неужели у меня будет то же самое, как и у родителей. Но стоит ли здесь впадать в панику? У вас падает карта душа, она же отшельник, которая говорит о том, что сохраняй спокойствие души и тела, ты все сможешь контролировать, и как следствие эти заболевания, они не будут иметь развития. И все заболевания в вашем случае зависят от вашего эмоционального состояния. Поэтому вам здесь уже как рекомендация: это расслабление, это массаж, это йога, это пилатес, это любые тибетские практики, которые позволят вам сублимировать вашу энергию. Поэтому действуйте, и все у вас будет в порядке. И помимо всего прочего, вот эта вот связка карт, поскольку энергия у вас Солнце и здоровье десятка чаш, для кого-то может быть вопрос продолжения рода. Если смотреть вопросы личной жизни, императрица, прекрасный аркан. Ну, мне кажется, тут даже добавлять нечего. Почему? Потому что это карта материнства, аркан любви, бракосочетания, укрепления союза. Здесь это полнота жизни, это карта роскоши, это наполнять свой дом, это концентрироваться на семье, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина. То есть для вас это действительно такой благостный период. Посмотрим и раскроем карты для тех, кто у нас на данном этапе свободен. Что же там? Здесь у вас ложится рыцарь мечей. Он отвечает за ситуацию, что в этом контексте, сейчас даже дотяну, что в этом контексте у вас может идти знакомство с человеком на расстоянии. Причем человек здесь будет другой национальности. И если смотреть, то это будет по переписке. Но в этом человеке вы будете видеть, допустим, если девушка смотрит того мужчину, с которым поможет вам раскрыть и реализовать свой потенциал. А для мужчин, если смотреть, это как девушка может быть другой религии, вероисповедания, другой культуры, но которая вас зацепит своими взглядами на жизнь, своим в целом мировоззрением, своей энергетикой, своим подходом. Поэтому вот здесь вы будете развивать это общение. И если смотреть ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, что здесь?
Императрица и суд. Но и дно колоды двойка пентаклей говорят о ситуации, что вам здесь уже придется определиться и понимать, с кем вы хотите строить семью, с кем хотите создавать взаимоотношения. Поэтому для многих это действительно, ну, поскольку суд это в целом как бы восстановление отношений, то у многих может идти вопрос укрепления семьи, если вы были женаты или замужем. И если же вы любовник или любовница, то эти арканы для вас покажут вопрос ребром, то есть быть или не быть. Вы поставите ультиматум, то есть решай, определяйся, кто мы друг для друга, каковы у нас перспективы. И здесь действительно может быть момент и нюанс, когда вы подтолкнете партнера или партнершу к определенным решениям, потому что по этим картам может идти создание семьи с вами. Если анализировать ситуацию для тех, кто у нас является представителем стабильных союзов, кто находится в стабильных отношениях. Ну, по королю чаш это вообще ваша карта. Если мужчина меня смотрит, то здесь упиваться ситуацией, здесь наслаждаться жизнью, потому что, ну вот видите, и забота, и любовь, и отдых, и взаимопонимание. Тем более дно колоды туз монет. Это вопросы обогащения, это дарить радость друг другу, подарки для девушек и для женщин. Здесь десятка жезлов указывает, что все тяготы и лишения на себя возьмет ваш партнер. То есть облегчит вам, скажем, какие-то бытовые аспекты, потому что по императрице это будет возможность благодаря партнеру сконцентрироваться на себе, уделить внимание себе. То есть это и вопросы омоложения, и это в целом, знаете, как баловать себя красивыми вещами, больше отдыхать, восстанавливаться. То есть вас отгородят от каких-то, ну, скажем так, бытовых задач. Если смотреть рекомендацию, у вас здесь ложится аркан справедливость, она же правосудие. Посмотрите, во-первых, какое у вас количество старших арканов, у вас действительно какой-то такой знаковый месяц. Так вот, карта, которая говорит о ситуации, что если ты хочешь, чтобы к тебе относились хорошо, то сам также себя проецируй по отношению к другим людям и также к ним относись. То есть хорошо, добротно, непредвзято, без критики и осуждения. Опять же, аркан, который вас призывает в рамках этого месяца решать все по букве закона, то есть не пытаться обойти окольными путями, где-то схитрить, потому что за это придется платить дважды. Поэтому никаких здесь не должно быть, ну как вам правильно сказать, попыток там без документов что-то куда-то выехать, приехать или что-то там нелегальным образом осуществить, или решать, допустим, конфликты с кем-то силовым методом. Нет, все в рамках правового поля, все по букве закона, и тогда вы выйдете победителем из любой ситуации. Смотрим с вами неожиданность периода, что здесь по факту. Букет, луна, коса и здесь медведь. Карты, которые указывают на неожиданную перемену событий. Арканы здесь указывают на обострение чувств, на подарки, на приглашение от родственников. Это, в принципе, знаете, вопросы такой эмоциональной чувственности. Но и помимо всего прочего, это могут быть эмоциональные переживания из-за ухода от матери. Но в основном это когда съезжают подростки, да, или просто когда там мама уезжает. Это в какой-то степени понимание, осознание, что пришел конец иллюзиям. В большей степени это касается вопросов заработка, реализации. То есть вы отбросили какие-то розовые очки, здраво сели, посчитали и поняли, стоит вам в это ввязываться или не стоит, и какую маржу вы здесь получите. Поэтому месяц для вас благодатный, плодотворный, пусть так и будет, и закроем мы вам это таковыми арканами. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать и напишите, как для вас по факту отозвалась, отыгралась эта информация. Я вам буду признательна за ваш энергообмен. Я в целом благодарна каждому из вас за ваши лайки, за ваши комментарии, донаты, за ваши подписки. И если вы до сих пор не подписались на канал, обязательно это сделайте, и тогда вы будете в курсе всех последних видео, которые обязательно изменят вашу жизнь в лучшую сторону. Я с вами не прощаюсь. Услышимся в следующих видео.